Здравствуйте. Друзья, всем привет! С вами Алексей Костылев, и это первый эпизод чемпионата DreamHack Winter 2017, который проходит в городе Йончопинг. Буквально несколько минут назад мы приземлились в городе Гетеборг, откуда нас доставят на комфортабельном автобусе DreamHack Masters в Йончопинг, где и будет проходить чемпионат. Из последних новостей: Александр Хвост-Дашкевич не успел на самолет, на утренний рейс и прилетит вечерним. Санейко потерял чемодан. Наш менеджер Игорь Каф остался с ним в аэропорту, а мы вот только сели в автобус. Дэнди уснул. Дэнди уснул, подсказывает генерал. Кристаллайзик тоже вот уже спит. Зато у нас есть Роджер, который еще не успел заснуть. Роджер, расскажи, пожалуйста, вообще ты много летал вот до того, как попал на это? Ну, в Empire приходилось пару раз летать и далеко. А сейчас очень частые поездки, и это очень сильно надоедает, и устаешь от этого. Ну, что поделать? Особенно эти пересадки, это вообще... Ты вообще боишься летать? Нет. Вообще не боишься? Вот тебе вообще не страшно, когда турбулентность? Ты уже был вообще в Швеции? Нет, первый раз. Какие впечатления первые? Погода хорошая, все, что пока вижу. Тепло, ожидалось то, что будет холодно, готовился к каким-то морозам, вот, так что нормально все. Что ты вообще думаешь вот, о турнире и о командах, которые будут участвовать? Как ты видишь вообще шансы команды? Готовились ли вы к турниру этому? Времени подготовиться практически не было, вот. Ну, команды тут очень серьезные, мажор, и будем стараться выигрывать. Скажи, во время перелетов книжка, кино или музыка? Вот что ты выбираешь? Или ты спишь? Кино, сериал. Кино? Да. Какой сериал больше всего любишь? «Спартак». Это последний сериал, который ты сейчас смотришь, правильно? Пересматривал. Пересматриваешь даже? Что Фанат. такого интересного, что ты пересматриваешь? Там все интересно. Советую. Витя, как ты вообще относишься к перелетам? Я отлично. Переносишь нормально, не боишься летать? Ну, немножко есть. Немножечко Когда есть, когда в турбулентность попадаешь? Да. Я тоже. Книжка, музыка или кино? Музыка, ну или кино. Но украинской авиалинии не представляют возможность просмотреть кино, поэтому музыка. Поэтому музыка. Да. Ну назови вот 5 своих самых таких топовых композиций за последние там 3 месяца, которые ты слушаешь. Плейлист от Вити Генерала. Но у меня старые плейлисты. Ну, поделись с нами. Да стыдно что-то. Почему? Ну, Земфира. Я тоже люблю Земфиру. Вот, Modern Talking. Оксимирон. А мама тоже любит Modern Talking. Видишь? Ну ладно, это, наверное, такое. Интересная смесь. Можно еще 2 героя? Еще 2? Бон Джови. Бон Джови, It's My Life, наверное, да, Да. заслушиваешь до дыр? Конечно. И... Эминем. Друзья, познакомьтесь, это Дима, аналитик нашего Dota 2 состава, который часто остается поза кадром, скажем, за кулисами всего того, что происходит в команде. Но его очень часто хвалят игроки вообще и комьюнити. Дима, вот скажи, пожалуйста, даже сейчас он, как видите, работает. Пока все спят, Дима уже готовит тактики. Да, скажем, что работаю. Не работаю, на самом деле, да. Да, Дима на самом деле работает. Расскажи, вот как оно оставаться за кулисами? Вот все тебя хвалят за последние там вот матчи, победы, какие-то изменения. Это, в принципе, нормально. Главное, что твой труд кто-то ценит, и если это работает и помогает, то я доволен, в принципе. А сколько ты вообще времени уделяешь работе такой? Во время турнира бывает сложно, когда у нас там по 3 противника в день, может быть, разных, то есть еще неизвестно, на кого попадешь, и приходится на каждого готовить инфу. Ну и, собственно, ночью часто там приходится зависать очень поздно, там часов до 3-4, но это только на турнирах такое бывает, то есть только на турнирах такой загруз. Ну и на буткемп, пока мы квалы проходим. А расскажи, пожалуйста, вот для тех, кто ни разу в жизни не сталкивался с таким понятием, как аналитик, как вообще проходит твоя работа, сколько ты времени на это тратишь? Вот с чего начинается аналитика? Карта, это чары, это там расстановка вордов.
Ну, сейчас мы обращаем внимание на изучение противника больше. То есть я там все рассказывать не буду, но это все основные вещи, которые делают команды, игроки, там, начиная с драфта, заканчивая какими-то действиями в игре. Там много самых основных идет. То есть мы просто изучаем противника и стараемся как-то найти какой-то ключик в каждой команде. Как-то так. Ну вот, что ты скажешь по поводу вашей группы на DreamHack Winter 2017, которая сейчас, вот на которой мы едем? Ты что-то подготовил интересное? Ну, как обычно, информацию по противникам перед играми будем разбирать. Ну, может быть, немножко плохо, что мы опять попали на Virtus.pro и 2 СНГ команды, то есть кто-то сразу пойдет в лузера. То есть вот только это можно выделить как недостаток. Ну а так, нам все время на многих турнирах выпадают такие непростые группы очень часто, но и противники, то есть мы уже привыкли к этому. Ну, то есть этот матч можно выделить как одним из самых главных. Это же так и есть, получается. Как маленький мини-финальчик такой. Ну, может, не самый главный, но один из ключевых так точно. Как бы, главное вначале неплохо стартануть, и потом пойдет проще. Ну, настрой боевой? Да, надеюсь, у нас еще будет время потренироваться перед играми. Вот. Настрой боевой, да. Кристаллайз, ну рассказывай, что ты там делаешь? Аниме смотришь? ВК листаю. ВК листаешь? Да. Понятно. Ну рассказывай, ты уже влился в состав? Думаю, да. Надо у ребят узнать. Да. На последнем сиденье сидит, влился. Какие вообще у тебя прогнозы по турниру DreamHack Winter 2017? Вот кого бы ты выделил среди главных противников? Я как понимаю, Virtus.pro? Liquid, Virtus.pro и Secret. За китайцами я особо не слежу, не знаю, как они играют. Данил, скажите, сколько раз вы брали вайпера за всю свою жизнь? Ну что, друзья, мы наконец-то приехали. Наконец-то. Целый день в пути. Сколько мы летели? Короче, в общем, мы где-то провели в дороге 5 или 6 часов. Здорово, Юнчопинг! Не, ну мы в центре реально. Здесь куча кафешек, все такое. Это найс. Ребят, ну что, вот мы и приехали в Юнчопинг. Сейчас все заселяются, очень устали. На улице настоящая зима. Погода не такая, как в Киеве. На то он и DreamHack Winter, как говорится. Впереди у ребят отдых. Отдых, потому что завтра нас уже ждет очень ответственная игра. И кто проиграет, попадет в лузера, а кто выиграет, пройдет дальше. Поэтому сейчас надо будет все обсудить в отельчике, поговорить на эту тему. Друзья, всем привет! С вами Алексей Костылев, и мы находимся на DreamHack Winter 2017, который проходит в городе Йончопинг. Что такое DreamHack Winter? Это киберспортивный фестиваль, который держит рекорд по посещению в книге рекордов Гиннесса. Сейчас 8 часов утра, мы находимся возле Эльма-Арена. И посмотрите, сколько здесь уже людей. Каждый приехал со своими компьютерами, с девайсами, кто-то вот тащит кресло. Костя, покажи людей. Они приехали на автобусах со всего мира. Это фестиваль, на котором можно не только получить массу удовольствия и массу эмоций от выступления международных команд, но и также самому поиграть, поучаствовать в конкурсе косплеев и вообще просто офигенно провести время. Нам надо получить пресс-пассы и после этого дождаться первой игры с Virtus.pro. Сегодня команда Natus Windsor играет против Virtus.pro. Это будет настоящее СНГшное дерби. Это один из самых важнейших матчей для нас. А пока что идемте вовнутрь. Сейчас мы получим свои бейджики, чтобы получить доступ ко всем зонам фестиваля. Пресс-пас. Он дает нам доступ ко всем зонам.
Теперь немножко расскажу о локации. Здесь центральный вход. Находится касса. Здесь ты можешь купить билетик на 3 дня или на 1 день. Как видите, все приезжают со своими креслами. Видимо, комфорт очень важен для наших игроков. Ну что, идемте посмотрим, что там дальше. Я был на многих фестивалях и многих соревнованиях, но чтобы столько людей собиралось со своими компами, это нонсенс. Да, посмотрите, главный холл, где каждый приезжает со своим компьютером, какие-то игровые автоматы. Street Fighter 2 Turbo, кто помнит эту игру, Game Boy. Прямо просто подключен сюда. Друзья, уже через час нашему коллективу предстоит сыграть очередное СНГ дерби против команды Virtus.pro. Это самый первый матч и самый сложный, как по мне, потому что команда Virtus.pro вошла в этот новый патч очень интересно. 5 побед, 3 ничьи и 4 поражения. Последний проигрыш нашей команде, и вот сейчас вот это будет настоящий накал эмоций и страстей. Ну, шансы хороши, у нас довольно сложная сетка. Первый это Virtus.pro, второй победитель пары Fnatic Liquid, что тоже, в принципе, это Liquid одна из самых сильных команд в мире сейчас. Ну, надо для начала о Virtus.pro подумать. То есть, но если начнем хорошо, то дальше будет все в порядке. Мы с хорошим настроем, не все продовольствовались, у нас первая игра. И, ну, первая игра это всегда довольно сложно. Лучше всего начинать вторыми. Ты как бы посмотрел, все технические проблемы решили, ребята, ты пришел, вторыми сел, у тебя все работает, ты немножко выспался, но все еще свеж. Вот, ну ничего страшного. Ну а как ты относишься к этой жеребьевке? Мы сразу вот играем против Virtus.pro. Это, скажем, разочарование для любого СНГшного болельщика. Как ты относишься к такой жеребьевке? Ну, просто разные организации по-разному воспринимают команды. То есть некоторые по регионам пытаются раскидать, некоторые просто вот есть у тебя 8 команд, ты их рандомно как-то покидал, вот это как раз та самая ситуация, где нет никакой закономерности и ну, сетка одна там сильнее, другая слабее, вот, меньше. Несмотря на то, что Virtus.pro считается сейчас одной из самых сильных команд в мире, нам уже несколько раз удалось их сломить. 2-0 на Dream League, 3-1 Адреналин. Скажи, вы нашли ключ к этому подходу? Ну, мы, наверное, против них больше всего продумывали наш драфт и то, что мы будем делать, и, в принципе, готовились. Поэтому сейчас их ответный ход. Если будет все то же самое, что и было на Адреналине, то, ну, скорее всего, все будет в порядке. Если они что-то придумали за это время, то тогда будет ясно. У них тоже не было времени на тренировки, был Веск совсем недавно, это все. И мы не играли, потому что Вова был с ними. И они, ну, я не знаю, там тренировались или нет. Сейчас будет видно. Мы в целом готовы, все в порядке. Pretty much invincible and no one's just moving in for the big kills. Their tap out is too much for Na'Vi now. GG is called. Look at this base, though. Seneca's already gone in with the double. He's laid them down. There's no fortification. Look at the damage. There's no fortification. He's going to be game over. It's done. That's going to be a structural game on both sides. This game might hard to go on 70 minutes.
brilliant game 2. He's struggled here in game 3 multiple times. The CK just gets taken out of the fight. General time lapses into a stun. It's all falling apart. This top Rax has gone. GG is called. Another one. Oh my goodness. So 24-14 with that beat. Doesn't want to do so. Navi on the other side doing a lot of damage to this Ancient. DKBs are popped by Dandy and company. Looks like Fnatic's push will end. And I believe Gyrocopter with no TP to speak of. So this game will go to Navi one way or the other. GG is a call. This is just game 1. Ребят, вот и вторая игра, она уже проходила не на сцене. Пятюня, давай. Саем вообще жестко по драфтам пошел, хорошо. Вова, нам дай лучший вообще. Сань, ну что, расскажи, Бля, как? лучший бой, дай я обниму. Ох, красавчик. Александр, да, пожалуйста, как прогнозы? Я советую всем выйти на воздух. Прогнозы на эту игру? красавчик. Не знаю, нам надо собраться с мыслями. Вон на воздух выйдите, реально. Doesn't have a whole lot to work with. Looks like he will just drop to the Radiants if nothing else. Double kill for Ohio. Dendy left literally alone now. As this looks to be mega creeps in favor of Fnatic as GG's come out. In lurker form right now. Dendy jumps right in. He gets the kill on DJ right off the bat. As the burst damage is out of control, Pylai Die is next on the list. Now a butterfly is delivered to crystallize it. As if that wasn't enough. Metamorphosis is popped. And there's the jump in from the Brewmaster. Primal split applied. Colonel Envy getting extremely low. Has Sunder but not able to use it. And that could do it, my friend. Impale comes through. Ohio's dead. Fnatic dropping like flies yet again. Good luck further, says Envy. GG is called. Navi